Ребята, всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня будет видео посвящено окраске вот этого замечательного автобусика Лиаз. И, кстати, такой автобус можно купить в магазине «Модельная лавка», а по промокоду, который вы сейчас увидите, при первом заказе вы получите скидку в 200 рублей. А также можно воспользоваться промокодом Dasha, чтобы получить скидку в 10%. Итак, давайте смотреть, как я добилась такого результата. А, кстати, видео со сборкой вы можете посмотреть чуть ранее. Наконец, я хочу начать окраску легендарного автобуса. И я начну по традиции с грунтовки. Грунтую я серым грунтом от фирмы Pacific. Хотя, если честно, мне не очень нравится, как этот грунт ложится на металл от АВД. Серый цвет, кстати, сразу покажет вам все огрехи сборки модели. В комментариях к первому видео с обзором и сборкой Лиаза было очень много обсуждения по поводу прозвища этого автобуса. И что прозвище «скотовоз» для него было оскорбительным. А меня чуть ли не обвинили в отсутствии патриотизма. На что я могу ответить, что прозвище этому чуду советской инженерной мысли придумала не я, а народ. А я всего лишь озвучила самые популярные варианты. Лично мне больше нравится название «Луноход». А в детстве я сама его никак не называла. Просто «желтый автобус». После того, как грунт высох, я начинаю покраску модели. Начну я с пола кузова. Его я задую в обычный черный цвет без каких-либо изысков. А сегодня я хочу показать вам инструмент, которым я пользуюсь чаще, чем аэрографом и кистями. Это видеоредактор Filmora. Идеальная программа для монтажа видео, особенно когда вы не можете позволить себе профессионального монтажера. В программе можно обрезать, соединять и улучшать медиафайлы, такие как видео, картинки, звуковые файлы, все, что нужно блогеру и любителю снимать видео. Также благодаря программе можно записывать происходящее на экране компьютера. И это еще не все. У Filmora есть версия для смартфонов, так что можно монтировать видео не только дома. У программы есть бесплатная версия, а для тех, кто захочет приобрести полноценную лицензию, действует скидка в 10%. Ссылки на Filmora и Filmora Go смотрите в описании. Потом покрашу перегородку между водителем и салоном в цвет кузова. Грязно-желтый цвет я получила путем смешивания охры, серого и белого цветов, акрилов, по традиции от фирмы Pacific. Задуваю базу получившимся оттенком. По традиции я хочу озвучить все плюсы и минусы этой модели. Главный неоспоримый плюс – это узнаваемый прототип. Модели этого автобуса практически нет в виде набора для сборки. Смоляной кит от Gun Tower я не считаю. Так что если вы хотите собрать модель лунохода, то выбора у вас нет. Модель довольно легка в сборке, и я считаю это ее большим плюсом. Из минусов хочется отметить довольно высокую цену набора. Да, АВД в своей ценовой политике начинает перегибать палку. Та цена, которую они огласили, явный перебор. Хотя даже за эти деньги эти автобусы фактически смели с полок модельных магазинов и буквально за 2 дня с начала старта продаж. Если вам очень хочется заполучить эту модель, то купить ее можно будет только с рук. Это еще один минус этой модели – ее редкость. Ее, можно сказать, даже уникальность. Даже мне, известному блогеру из сферы моделизма, с трудом удалось ее заполучить. И спасибо большое магазину «Модельная лавка». Там, кстати, очень удобно отслеживать новинки. Лиазы мне запомнились с характерными белыми дверьми. И на этом автобусе мне надо воспроизвести этот образ. Для этого я при помощи скотча делаю маски, чтобы не запачкать белым цветом весь корпус. Но тут главное потом аккуратно отодрать скотч, чтобы не было проблем с краской. А лучше заранее немного уменьшить клеящую способность скотча. Крашу двери обычным белым цветом от фирмы Pacific. Но еще один минус, который я хочу отметить, это слабая детализация модели. И этот минус характерен для многих, если не всех, моделей от АВД. И да, двери у модели не открываются. В Москве мне лично они запомнились на 264 маршруте. Меня он возил в детский сад. Лиазы мне нравились больше, чем икарусы, ведь линия окон у них была ниже, и при моем тогдашнем росте было удобно смотреть в окошко.
Лиазы мне запомнились именно в желто-грязном цвете. Таком, с одной стороны, неказистом, но в то же время таком ламповом. Я выросла на руинах СССР, и этот автобус, как нельзя кстати, иллюстрирует тот период жизни нашей страны. Тогда, кстати, везде на улицах валялись металлические буквы «Эш» или «Е», смотря как на них посмотреть. Настало время ручной работы. Тут я окрашиваю в цвет слоновой кости поручни. Помните их характерную форму. Кстати, модель АТВД – это не единственный лиаз в миниатюре. Тулики из Gun Tower Models предлагают луноход в 35 масштабе, но только из смолы, и цена у этого набора довольно высокая. Так что у вас компромисс. Либо вы собираете скудную под детализацией модель АТВД в 43 масштабе, которая, кстати, я тоже могу сказать, не дешевая, либо в более популярном 35 масштабе, дороже и еще из смолы, со всеми вытекающими из этого материала последствиями. Так что выбор за вами. А я выбрала лиаз АТВД, как вы уже смогли догадаться. А тут я начала красить обшивку сидений лиазика в такой околодермантиновый цвет. Я не рекомендую эту модель начинающим моделистам. Автобусы вообще это очень сложная тема для новичков в окраске. Например, большое количество остекления и самое сложное – молдинги, которые без опыта сложно красить. Да и окраска корпуса, то есть большой ровной поверхности кистью – это очень сложная задача и почти невыполнимая аккуратно. И это может отбить желание от моделизма. В этом видео я продолжу рассказывать интересные факты о знаменитом ветеране, который не успела озвучить в первом моем видео со сборкой этой модели. Одни его ласково называли луноход за характерную мягкую подвеску на пневмобаллонах, для других он запомнился как скотовоз за набитое под завязку пассажирами в часы пик душное нутро. Как бы то ни было, булькающий раздолбанной трансмиссии ЛиАЗ 677 – это такой же символ эпохи, как автомат с газировкой. Ведь при всех своих недостатках этот теплый ламповый автобус пробыл на конвейере без малого 40 лет, а это что-то да значит. А вот здесь я работаю над рабочим местом водителя. Окрашиваю руль, торпеду и приборную панель в нужные цвета. При всех своих недостатках 677 был чертовски живучим транспортным средством. Шутка ли? В 1990-е годы его сняли с производства, но из эксплуатации последний луноход вывели только, сядьте, в 2015 году. Естественно, столь долгая работа в автоколоннах не проходила даром. Всем до боли знакомый булькающий звук, известный в народе как звон пустых бутылок, признак конструктивного износа. На 677-м коробка передач не соединена с двигателем в единый агрегат. Она установлена отдельно, под полом салона в районе первой двери и связана длинной карданной передачей с мотором. Подвесные подшипники и карданные шарниры постоянно изнашивались, но менять их никто не спешил. Это приводило к вибрации вала и ударным нагрузкам даже на холостом ходу. И осталось еще чуть-чуть доработать внешний вид салона. Окрашу в металлический цвет места сопряжения поручней и поручни на сиденьях. В свое время лиаз считался невероятно комфортабельным. Помимо мягкой пневмоподвески, сохранявшей постоянный дорожный просвет вне зависимости от нагрузки, пассажирам нравился теплый, даже в лютые морозы салон. Зимой 677-е нередко уезжали в парк с заснувшими пассажирами. Тут я прорабатываю элементы экстерьера автобуса. Самая большая сложность – это молдинги. Тут они двойные – алюминиевое основание и черная накладка. Но, к счастью, они сделаны выпуклыми и довольно качественно отлиты, так что окрашивать их кистью намного легче, чем те же детали у смоляной Нивы АТВД. Сделать их аккуратно – это целая проблема. Водителям 677 тоже очень нравился, ведь это первый в СССР автобус с автоматической коробкой передач. Даже на появившихся в 1970-е годы Экарусах 200-й серии стояла механическая, и за смену водитель дергал рычаг до 2000 раз. Именно трансмиссии ГМП Львов-2 обязан своим фирменным бряканьем. Заправленная коробка передач весит почти 200 килограмм.
Потому ее пристроили не сразу за двигателем, иначе передняя ось была бы перегружена, а ближе к центру автобуса. Между маховиком и коробкой передач появился промежуточный карданный вал. Вот все эти фланцы, шлицы, крестовики и породили букет звуков, ставший своеобразной визитной карточкой Лиаза. Дополняли интерьер поручни, обтянутые рифленым пластиком. На всех остальных автобусах они были либо обтянуты гладким пластиком, либо просто выкрашены. В углублениях таких поручней скапливались горы ценного биоматериала, поэтому, подержавшись за них рукой, не одетой в резиновую перчатку, вполне можно было получить на ладони не только флору и фауну, но и вполне разумную жизнь, которая пыталась войти с тобой в контакт. На отслуживших свое автобусах накладку на поручнях обычно не восстанавливали, а надевали рифленые, как у Икаруса, или вообще оставляли так. Проезд на данном автобусе уникален тем, что поначалу все данные лунохода были оснащены ручными машинками для оплаты проезда, которые тестировали вашу честность и совестливость. Как таковой оплаты у водителя не было. В салоне стоял ящик, который имел сбоку круглую ручку. Нужно было бросить в прозрачную прорезь монетку, в большинстве городов это было 5 копеек, отмотать и оторвать себе маленький билетик из газетной бумаги по типу, как отматывалась туалетная бумага. Этот ящик не имел никакого средства контроля оплаты, кроме верхнего прозрачного окна, где были видны все всунутые предыдущими пассажирами монетами, так что отмотать себе билетиков можно было абсолютно любое количество по желанию. Остановить вас мог только коммунистический гражданин, сидевший и видевший все рядом, либо табличка над этой урной для пожертвований «Совесть пассажира – лучший контроль». Также я прорисовываю резиновые уплотнители на дверях автобуса. Если же вас все-таки напрягали взгляды таких граждан, то можно было насыпать меди помельче, чтобы было трудно ее посчитать через окошко, и смело отмотать на 1-2 билета больше, чем кинуто денег. В дальнейшем от всей идеи отказались по понятным причинам: отсутствие у целевой аудитории совести как таковой, о чем, видимо, красноречиво говорил дисбаланс дебета и кредита полученных монет с отмотанными билетами. С середины 80-х годов стали вводиться компостеры. Билеты стали продаваться у водителя либо на автостанции. Считалось, что пробитый билет не мог использоваться вторично. На самом деле некоторые умудрялись использовать один билет до 4 раз. Достаточно было намочить его в теплой воде и прогладить утюгом. А можно было просто каждый день ездить в одном и том же автобусе с одним и тем же билетом. Хотя и это было излишне. Автобусных контролеров можно было заносить в Красную книгу, а водителю проверять билеты было незачем. Переведу декали приборной панели. После нанесения и высыхания глянцевого лака я наношу на корпус декали. Вначале я переношу декали маршрутного указателя, потом государственный регистрационный знак, чтобы автобус мог передвигаться по дорогам общего пользования. Также я перевожу бортовой номер. Кстати, машина именно под этим номером фигурирует в статье Википедии про ЛиАЗ 677. Без вышеупомянутых профит-ящиков купить билет можно было только в огромном окне кабины водителя. Некоторые автобусы оборудовались прирезанным в окне чуть выше мотора отверстием, смотающимся в нем треугольным поддоном, предназначенным для транспортировки монет от пассажира к водителю, а билетов в обратном направлении. У других автобусов такого девайса не имелось. И купить билет можно было только тогда, когда водитель принимал деньги через форточку у потолка автобуса. В любом случае экстрим, когда во время езды наполовину повернувшийся водитель одним глазом смотрит на дорогу, а другим на деньги и билеты. И он доставлял впереди стоящим ощущение ничуть не хуже, чем в современной маршрутке. Единственный автобус, если не считать МАЗ, по умолчанию оборудованный урной для билетов перед выходом. Крепилось это чудо обычно с левой стороны двери, если смотреть из салона. Такое расположение обычно наводит на мысль об участии в проектировании данного автобуса жителей Туманного Альбиона, ибо в этой стране движение, как правило, левостороннее. Материал изделия был крайне востребован различными кулибинами и славился прочностью и простотой обработки одновременно. Из-за этого частенько эти урны пропадали через 1-2 рейса.
На заднюю часть автобуса также перевожу государственный и бортовой номер. Бортовой номер состоит из двух частей, и чтобы они расположились ровно, я использую зубочистки. Да, моделизм классно развивает глазомер. Настал черед жестяных работ. Мне нужно изготовить табличку для бортового маршрут-указателя. Я вырезаю из жести кусочек нужного мне размера, сверяюсь с размерами декали. Кстати, жесть я взяла из баночки с газировкой, а не пивом, как вы могли бы подумать. Из той же жести я изготовила кронштейны, чтобы держать табличку с маршрут-указателем, и приклеиваю их на кузов при помощи суперклея. Темной смывкой от Pacific выделяю рельеф на кузове модели. Тут, как всегда, процесс смывки мало чем отличается от того же в других моих видео. Пока сохнет смывка, займусь стеклянными элементами. Фонари и поворотники я крашу при помощи красок по стеклу. Также для этих целей подойдет краски от Tamiya серии X. И еще один не самый приятный момент в работе над автобусом – это окраска уплотнителей у целого вороха стекол. Да, работа муторная, поэтому я врубаю сериальчик и смотрю.
А вот еще один интересный момент в работе над автобусом. Сейчас я буду изготавливать шторку, которая прятала водителя от пассажирского салона. Вначале я строю каркас из 2 зубочисток и проволоки. Потом возьму салфетку и намочу ее. Таким образом я придам ей форму. Ну а потом окрашу салфетку краской. Главное, чтобы салфетка была не ребристой. И один из завершающих этапов этой стройки – это масляные точки. Я делаю их немного и довольно сильно растушевываю. Я не хочу делать автобус сильно старым, но в то же время я хочу, чтобы он был таким как бы работягой, что ли. Ну и напоследок я пройдусь сухой кистью, чтобы придать модели больше объема и сделать поверхность более интересной. На этом постройка модели легендарного автобуса подошла к концу. Напишите в комментариях, как он вам. Лично мне результат очень нравится и в целом я довольна. Только я думаю, что в следующий раз при работе над автобусом надо быть немного смелее и попробовать использовать метод цветовой модуляции. На танках я освоила этот прием, а вот на гражданской технике еще нет. Ну ладно, увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.